Сегодня мы едем уже в Ханой, должны вечером быть в Ханое, сдаем мотоциклы. Немножко грустненько, как всегда, но пока еще рано грустить, так как целый день приключений будет впереди. Вот действительно, побывал сегодня в капсуле времени. Странные чувства, потому что я из Советского Союза, и я помню, что для партийных деятелей были у нас такие гостиницы специальные, там гостиница Россия, Москва и все остальное. Вот копия один в один, такого же масштаба, такого же размера, но настолько все подубито за столько лет, что даже страшно, даже как-то, как будто находишься где-то в Припяти, в Чернобыле, и вот такое у тебя ощущение. Вот еще один пример стройка коммунизма. Видите, пальмы, дороги, инфраструктуры, все готовится, а ничего нету. И таких очень много. Вы заметите, что больше половины это стройка. То есть экономика растет за счет стройки, а не за счет постройки. Им наплевать, если это построится или не построится, и когда это построится или не построится. Главное строить, потому что стройка приносит доходы, приносит оборот, приносит работу людям. И так строится коммунизм, именно на стройке. Наверное, поэтому и не вкладываются деньги на бюджет, на поддержку. Тут главное построить, а не поддержать. Легче потом сломать, а построить новый. Принцип тут такой. Давайте я встану, чтобы показать вам всю красоту и мощь этих мест. Это национальный парк, да, тут есть и пещеры, и водопады, и все остальное. Невероятно красиво. Все заснимем. Красота! С Вовой остановились просто посмотреть на эту красоту. Прямо на склоне поля. О, давайте посмотрим на это. Вау. Ну, друзья, а мы заехали в какой-то национальный парк в горы. И хочу вам показать вот эти поля. Эти необъятные поля. Знаете, что это, не поверите? Это ананасы. Вот так вот. Еще маленькие, но уже ананасы. Посмотрите, какое красивое место. Ну, мы продолжаем поездку по ананасному полю. Дорога на троечку. Вот тут какие-то петушки бегают. О, тут аромат скотного двора. И аромат, и дух. Здорово заехали, конечно. Вот местные колхозники выращивают ананас. Сейчас шуганул курочек. Интересный подъем в гору. Наверное, будет интересный вид. Но это мы уже посмотрим. Есть такое, есть такое. Фу, расстилается красота такая. Даже не знаю, куда смотреть. Так, а здесь что такое? Давайте подойдем, посмотрим. Друзья, это типичные дары, буддийские дары. Ихний алтарь. И просто на горе стоит напоминание, что Будда всегда с ними. И всегда я заметил мандариновое дерево. Всегда. Здорово. Давайте я вам покажу теперь вид. Вид тут просто. Мы, конечно, долго забирались на эту гору, но стоит таково. Вот, посмотрите, внизу это все плантация ананасов. Да, мы продолжаем по ананасовым полям. Сейчас бы с них бы отсюда как-нибудь не чебурахнуться.
Потому что уж очень склон неприятный, но красивый. Да, да, вид, конечно, замечательный. Видишь, там речушка внизу, озерцо. Трактор перевернутый, видишь? Нет. Сними. Вот он лежит. Да, тут даже трактор не доехал, нужно аккуратно. Очень красиво. Люди собирают урожай. Моя любимая гравиечка. Единственное, конечно, учитывая, что я на камере от велосипеда, нужно очень-очень нежненько и аккуратненько. На большие камни не нападать. Мы уже находимся недалеко от Ханоя, где-то в 100 километрах. И чем ближе к столице, тем больше жизни, движения, ну как и везде. Опять ихние лодочки. Hello. Вот ихние лодочки, гондолочки, как они там называются, я не знаю. Но все пронумерованы, естественно, это лодочная станция для европейцев. Вот, остановились на кофе. Ну что, друзья, мы остановились в каком-то парке. Более такой туристический, я бы сказал. Сейчас перекусим их банми. Банми — это булочка с мясом. И, наверное, соки какие-то. Вот он просто решил показать, как туристические места тут выглядят. Очень много европейцев. Это, по-моему, первое место, которое я видел, где так много европейцев. Вот так выскакивает тут. Нормально. Рис, сопки и кладбище. Вот такие тут достопримечательности. Ну, господа, мы наконец-то выехали из суеты туристов. И немножко спокойствия. Всегда приятно смотреть на их пагоды. Можно даже медитировать. Или пойти попить кофе. Ну, здесь это туристические лодочки. Это, конечно, все-таки туристический район. Не без этого. Есть, конечно, очень уникальные, красивые места, которые тяжело даже себе представить. Спокойствие, пение птиц. Хотя и рядом туристический город, тут можно хоть немножко от этих туристов отдохнуть. Знаете, как у нас в храмах нужно снимать головной убор, то тут нужно снимать везде ботинки при входе в любой храм. Тут еще одна пагода внутри. Сейчас снимем ботинки. С уважением. Смотрите на эти детали. I'm sorry. Как будто, да, как будто просто дождь.
Ну, глаза слезятся, и чувствуется воздух не самый лучший. Напоминаю вам, что Ханой – это второй по количеству населения город. Первый, естественно, Хошимин. Тут 5 миллионов, в Хошимине 11 почти. Так что города огромные. О да, еще из интересных фактов. Вы знаете, что в Ханое на 5 миллионов людей приходится 8 миллионов скутеров, 8 миллионов мопедов и вот их мотороллеров и всех вот этих вот средств. Так что, естественно, трафик тут своеобразный. Ну, опять же, ко всему привыкаешь, даже к этому брауновскому движению. Ну, господа, мы приехали. Вот едет Motorbikes. Я очень благодарен своему мотоциклу. Он меня не подвел. Выручал. Спасибо, брат. Я в Ханое. Ждите видосы. Не забудьте подписываться на канал. Логово байкера. Ссылки оставлю. Всего. Вот ребята осматривают мотоцикл. Я ему очень сильно благодарен. Спасибо тебе, конь. Спас ты меня пару раз. Были ситуации. До свидания. Вот ночной Ханой. Просто хочу показать, какие все узкие здания. Вот наш отель. Это вся его толщина. По одному балкону. И все так. Почему? Потому что такса платится с квадрата площади земли, а не с площади всего помещения. Ставь сколько этажей, сколько хочешь. Оно не спит. Ну, каждый обед тут это гастрономическое удовольствие. Это их национальная бунча. Я еще не пробовал. Тут траву дают везде совсем. И ну, это нудл райс. Это райс нудл, это понятно. Приятного аппетита. Ну, как вы поняли, железная дорога идет прямо через рестораны. И она живая, она настоящая, тут поезда ездят. Это знаменитое место в Ханое. Как называется, не знаю. Но можно идти очень далеко здесь. Да, господа, в это тяжело поверить, но мы попали прям под паровоз. Сейчас дома проехать паровоз, очищает улицу. Само собой, это нелегко сделать, но оптимники все двигаются. Сейчас все местные владельцы ресторанчиков ходят и очищают улицу. Вот-вот ждем паровоза с нетерпением. Вау! Ну что, у нас вторник, сидим с Вовкой, пьем кофе. А тут паровоз. Вторник, просто вторник. Очень много таких уазиков используется для туристов.
Не то чтобы мои зрители никогда не видели УАЗиков, но все равно приятно. Просто красивое здание, решил заснять. И вообще вся улица красивая. Ночной Ханой. Вот интересно, где я припарковался. Ну, как вы поняли, это не останавливается и не заканчивается. Это идет, идет, идет и идет. Вот такие парковки. Красивые висячие деревья. Ну, посмотрите на этот вид.